Вспоминая тот день, Маркус Уолберг сидит на краю своего уютного балкона, глядя на раннее солнце, которое мягко льется через листву деревьев, растущих вдоль его дома. В этот момент его мысли были наполнены спокойствием, но вместе с тем легким чувством вдохновения. Он всегда любил наблюдать за окружающим миром, ценил простые моменты, которые оставляют в душе тепло. Для него это было не просто утро. Это было начало новой идеи, которая могла бы стать чем-то большим, чем он ожидал. Его рука привычно обвивает чашку с горячим кофе, и взгляд его случайно падает на своего четвероногого друга, Бруно, 9-месячную немецкую овчарку, которая в мягком сне свернулась калачиком у ног. Она шевелит ушами, когда за окнами начинают звучать первые шумы города. Гул машин, крики птиц и звон разбитых дворников. Он глубоко вздыхает. Он давно привык ценить эти минуты спокойствия, ведь вечером его ждала насыщенная съемочная смена, встречи, проекты, разговоры о работе. Но сегодня было что-то особенное. Он решил оставить все вопросы и ненужные мысли позади и просто насладиться этим моментом. Ведь он знает, что в мире полно мелочей, и иногда именно одна маленькая искра может зажечь большое тепло. Внутри его вдруг возникла идея запечатлеть нечто простое, трогательное. Он взял свою камеру, ту, что всегда носит с собой, и тихо прошел во двор, чтобы снять короткое видео. Бруно проснулась, потянулась и прибежала к нему с хвостом, виляя, будто уже сама понимала, что сейчас произойдет. Он решил сфокусироваться на моменте, когда почтальон Джек подошел к их воротам. Мужчина в сером кепке и с рюкзаком за спиной. Он идет, раскинув руки, с доброй улыбкой на лице. Его привычный маршрут. Маркус тихо сжал кнопку камеры, чтобы не привлекать внимания, и начал снимать. Он хотел запечатлеть трогательное взаимодействие, которое обычно остается незамеченным. Джек, почувствовав его взгляд, улыбнулся кому-то внутри себя. Заметив Бруно, он остановился, чтобы погладить ее. Его рука, мягкая и тихая, терпеливо ощупывает шерсть животного, в то время как девушка с седыми волосами чуть дальше закрывает дверь, наблюдая за этим трогательным моментом. Джек легко погладил собаку за ухом, чуть наклонился и сказал ей что-то. В этом мгновении казалось, что все вокруг замирает. Маркус стал смотреть через экран камеры, запечатлевая это тихое, искреннее чувство. Он понимал, что эти мгновения имеют гораздо больше значения, чем кажется на первый взгляд. Простая любовь, проявляемая без слов, без ожиданий. А главное — это отражение доброты, которая существует в каждом из нас, даже в людях, которых мы называем обычными. Он не хотел фотографировать или снимать навязчиво. Он хотел оставить для себя память о том, что бывают такие моменты, когда кто-то просто останавливается, чтобы проявить доброту. Этот момент был простым, но очень важным. Он чувствовал, что именно такие мгновения делают нашу жизнь ярче, даже если они случаются так тихо и незаметно. Когда видео было снято, Маркус аккуратно вернулся в дом, быстро загружая его на свой телефон. Он думал о реакции мира, о том, как это будет восприниматься. Ему казалось, что именно такие моменты должны делиться, ведь в мире много негативных новостей, конфликтов и разделений. И он хотел напомнить всем, что доброта все еще живет, даже в повседневных действиях. Пост с коротким описанием происходящего и хэштегами он опубликовал в социальных сетях. Он не думал, что это вызовет такой взрыв эмоций. Спустя всего несколько минут его пост начал набирать тысячи лайков и комментариев. Люди со всего мира делились своими историями о добрых поступках, рассказы о людях, которые делают что-то хорошее, несмотря на будни и трудности. Многие писали, что им давно хотелось поверить в добро, и эта простая история, снятая в их доме, напомнила им, что оно существует и вокруг каждого из нас.
Некоторые рассказывали о своих домашних питомцах, о людях, которые проявили доброту, или о собственных поступках, которые будто бы запустили цепочку приятных событий. Сам Маркус оставил вдумчивый комментарий. Это всего лишь мгновение, но оно может стать началом чего-то большего. Сообщите мне свои истории. Давайте вместе делиться добром. Пусть эти маленькие искры зажгут огонь надежды в сердце каждого. Он чувствовал, что делает что-то важное. Словно он стал мостом между разными людьми, объединенными одним желанием — верить в добро. Пост быстро разошелся. Его пост появился в новостных лентах миллионов пользователей. Кто-то делился им в своих группах, кто-то создавал собственные коллажи с похожими историями. В СМИ вскоре появились статьи, в которых отмечалась мощь искренней доброты и важность маленьких жестов. Джек, тот самый почтальон, совсем не ожидал такого отклика. В своих скромных мыслях он считал себя просто частью системы, которая делает свою работу. Но вдруг в его жизни появился поток тепла и признательных слов. Он получил сотни сообщений, писем и комментариев. Некоторые люди писали, что благодаря ему их день стал светлее, что они тоже захотели стать более добрыми, остановиться и улыбнуться незнакомцу. Он отвечал всем и чувствовал, что его поступок действительно важен. Пока он читал эти слова, в его сердце разгоралось чувство гордости и счастья. Маленький жест. Для меня он был естественным проявлением уважения и доброты, писал он в одном из комментариев. Никогда не думал, что это так сильно повлияет на других. Значит, добро действительно — это мощное оружие против серых будней. Эти слова вдохновили многих, и утро у Джека стало еще светлее. Он стал активнее участвовать в жизни района, помогая пожилым людям, участвуя в акциях добрых дел. Ведь он понял, что его поступок — лишь часть большой цепочки. Постепенно, когда история о добром почтальоне стала популярной по всему миру, Маркус стал больше задумываться о смысле такого простого, но мощного жеста. Он начал снимать небольшие ролики о людях, проявляющих доброту в самых неожиданных ситуациях. В транспорте, на улицах, в магазинах. Каждое его видео было наполнено искренними эмоциями и любовью к миру. И каждое размещение вызывало огромный отклик. Он ощущал со стороны атмосферу общего тепла. Даже несмотря на глобальные проблемы, в сердцах людей чувствовалась вера в доброе начало. Он много думал о внутреннем мире каждого героя своих историй. Как иногда человеку нужно просто услышать добро или почувствовать его. Почему так много людей замыкаются и закрываются? Хотя внутри они также жаждут чувствовать теплоту, эти мысли часто приходили к нему после съемок и обсуждений с разными людьми, добровольцами, психологами, простыми гражданами. Именно это заставило Маркуса понять, что его миссия — не только рассказывать истории, а вдохновлять людей искать добро внутри себя. В его сердце зажглась надежда, ведь даже в самые темные времена одна искра доброты может стать началом большой перемены. Постепенно его деятельность переросла в небольшие акции, проекты, когда добрые инициативы распространялись как снежный ком. В одном из своих видео он рассказывает истории о людях, которые помогают другим буквально на каждом шагу, о волонтерах, пожилых и детях, участниках благотворительных мероприятий. Кроме того, он начал организовывать встречи для тех, кто хочет стать ближе к идее добрых дел. Тематические мероприятия, уроки, мастер-классы. Его сердце наполнялось гордостью и верой, что вместе можно сделать мир чуть лучше. Что было самое важное для него, это ощущение, что даже самое маленькое добро, которое распространяется как вакцина, способно заразить множество других сердец. Все это подтверждало его внутренний принцип. Чтобы изменить мир, нужно начать с себя и помочь другим понять, что добро — это не просто слово, а стиль жизни.